Привет! Это быстрый обзор недавних глав. Хань Ли возвращается в неспокойное море Черного ветра, где полыхает война и разрывается между защитой территорий, сохранением инкогнито и подготовкой к новому рывку. Во-первых, идеальная маскировка чуть не провалилась. Тайно вмешавшись в бой, Хань Ли спасает дочь местного правителя и сносит могущественного врага стадии истинного бессмертного. Несмотря на лучшую магическую иллюзию, спасенная девушка его узнает, у нее редчайший дар видеть саму душу. К счастью, она клянется хранить тайну и в благодарность дарит ценный пропускной жетон. Во-вторых, база наглухо изолирована. Хань Ли отправляет к подчиненным магического двойника, пугающий сильного, добывающего критически важную тяжелую воду втрое быстрее. Щедро наградив лидеров острова, двойник отдает жесткий приказ полностью закрыть границы и не лезть в чужие разборки. Наконец, идеальное тайное убежище. На необитаемом вулканическом островке Хань Ли прячет пещеру за невидимыми барьерами и выращивает уникальные магические растения. В абсолютной тишине и без малейшего риска он готовится сварить эликсир, необходимый для грандиозного прорыва. Надежно спрятавшись и обезопасив территории, герой готов к следующему шагу. А теперь слушаем дальше. Глава 356. Пилюля мириад осей. Внимательно осмотрев эти три духовных растения и поручив своей марионетке гигантской обезьяне вовремя поливать их духовной жидкостью из флакона контролирующего небеса, Хань Ли покинул сад растений и вернулся в свою тайную комнату, прежде чем сесть, скрестив ноги. К этому моменту все ингредиенты, необходимые для изготовления пилюли мириад осей, будут готовы уже скоро. Следовательно, его нынешним приоритетом было приобретение двух оставшихся ингредиентов, необходимых для создания пилюль Да, а именно корня небесного женьшеня и травы деформированной росы. Подумав об этом, Хань Ли перевернул руку, чтобы достать свою маску гильдии странников, прежде чем надеть ее. Затем он начал просматривать задания в хорошо отработанной манере, но на задания, которые он выдал, чтобы приобрести эти два духовных ингредиента, все еще не было ответов. Немного подумав, он стер предыдущие задания, прежде чем выдать их снова, за исключением того, что на этот раз награды были утроены. С такими существенными предлагаемыми наградами он был уверен, что это лишь вопрос времени, когда он получит какие-то ответы. Сделав все это, он убрал свою маску гильдии странников, а затем достал пару инструментов хранения, которые он получил от пары культиваторов острова Лазурного Пера. Кратко осмотрев их содержимое своим духовным чувством, он не смог не покачать головой. Культиваторы моря Черного ветра были откровенно бедны по сравнению со своими коллегами во внешнем мире, и их инструменты хранения не содержали ничего достаточно ценного, чтобы привлечь его внимание. Внезапно он поднял бровь, перевернув руку, чтобы достать лазурный значок. Это был предмет из инструмента хранения лысого мужчины, и он был изготовлен из какого-то лазурного духовного нефрита. На одной стороне было выгравировано изображение лазурной духовной птицы, похожей на феникса, а на другой стороне был начертан иероглиф «перо». Это должно быть какой-то значок с острова Лазурного Пера. Значок, казалось, не содержал никакой информации о лысом мужчине, что отличало его от обычного идентификационного значка, и это немного озадачило Хань Ли. Он еще немного осмотрел значок, прежде чем убрать его. В конце концов, его все равно не интересовали местные силы моря Черного ветра, такие как остров Лазурного Пера, поэтому он, естественно, не хотел тратить время и силы на изучение значка. Закрыв на мгновение глаза, чтобы привести себя в оптимальное состояние, он начал изучать третий уровень писания оси мантры. Хотя он уже достиг поздней стадии истинного бессмертного, он все еще не начал по-настоящему совершенствовать третий уровень писания оси мантры, поскольку его было гораздо труднее понять, чем предыдущие два уровня, и он все еще не до конца его освоил. В любом случае, он ждал созревания трех основных ингредиентов для пилюли мириад осей, так что это была хорошая возможность изучить искусство культивации. Более 30 лет пролетели в мгновение ока. За все это время ворота пещерного жилища Хань Ли ни разу не открывались, и они уже покрылись толстым слоем пыли. Конечно, за это время его тоже никто не навещал. В этот момент Хань Ли стоял в своем саду растений и осторожно срывал 3 золотых духовных плода с золотого духовного дерева высотой около 3 метров. Это были не что иное, как плоды мириад осей. Он удовлетворенно кивнул при виде плодов в своих руках и убрал их в свой браслет для хранения, прежде чем покинуть свой сад растений и отправиться в камеру очистки пилюль. По дороге он остановился и взглянул на другую тайную комнату. Это было место, где Даос Се находился в уединении.
Около 10 лет назад Даос Се внезапно попросил Хань Ли устроить для него тайную комнату, и Хань Ли, естественно, не собирался отказывать в такой просьбе. Однако до этого момента в тайной комнате ничего не происходило, и Хань Ли понятия не имел, чем там занимался Даос Се. Даос Се становился в его глазах все более и более загадочным, и он не мог не чувствовать, что тот хранит какую-то тайну. Однако, пока Даос Се не делал ничего ему во вред, он, естественно, не собирался вмешиваться в его дела. В конце концов, у него самого было слишком много дел. Подумав об этом, он вошел в свою камеру очистки пилюль, а затем активировал все окружающие ограничения, прежде чем сесть, скрестив ноги. За последние несколько десятилетий подавляющее большинство духовной жидкости, проявленной флаконом контролирующего небеса, было использовано для созревания плода Мириад Осей, цветка падения героя и корня кровавого кристаллического лотоса. К этому моменту он, наконец, собрал достаточное количество ингредиентов, чтобы изготовить 30 партий пилюль, и он мог начать попытки создания пилюль Мириад Осей. Он медитировал полдня, чтобы привести себя в наилучшее возможное состояние, а затем взмахнул обоими рукавами в воздухе, чтобы вызвать этот серебряный котел, а также огненную серебряную фигуру, которая упала под котел. Огненная серебряная фигура села, скрестив ноги, а затем сложила печать рукой, и серебряное пламя на ее теле мгновенно взметнулось вверх, прежде чем разделиться на 9 одинаковых вспышек пламени, которые окутали нижнюю часть котла чрезвычайно равномерно. Хань Ли снова взмахнул рукавом в воздухе, и появились 30 партий ингредиентов для изготовления пилюли Мириад Осей, разложенных рядом с ним в упорядоченной манере. Он уже бесчисленное количество раз обдумывал метод изготовления пилюли Мириад Осей за эти годы, так что он был с ним более чем знаком. Он открыл рот, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая влетела в котел, и его крышка мгновенно отлетела сама по себе. Хань Ли взял плод Мириад Осей, а затем щелкнул пальцем в воздухе, и несколько полос лазурного света меча вылетели, измельчив плод в ком золотого пюре в мгновение ак. Сердцевина плода была отложена в сторону, и он осторожно направил пюре в котел, который быстро нагревался благодаря серебряному пламени. Пюре плода Мириад Осей быстро растаяло, превратившись в шар золотой жидкости, после чего Хань Ли взял белый гелеобразный ингредиент, который он также направил в котел. Хань Ли оставался в камере очистки пилюль целых 3 года. В этот день дверь камеры очистки пилюль внезапно распахнулась, и Хань Ли вышел оттуда с взволнованным блеском в глазах, указывающим на то, что он был в довольно хорошем настроении. Он перевернул руку, чтобы достать пилюлю размером с лонган среди вспышки золотого света, и пилюля была золотого цвета, излучая мягкое золотое свечение. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что этот слой золотого света образован слоями тонких золотых узоров, представляя собой захватывающее зрелище. Это была не что иное, как пилюля Мириад Осей. Несмотря на крошечный размер пилюли, на ее поверхности было более 10 тысяч слоев этих золотых узоров, и, скорее всего, именно отсюда она и получила свое название. Поскольку эта пилюля могла усилить базу культивации, даже культиватора поздней стадии истинного бессмертного, было не только очень трудно собрать все ингредиенты, необходимые для ее создания, но и сам процесс изготовления был самым сложным из всех пилюль, которые Хань Ли пытался изготовить до сих пор. Хотя он уже был мастером изготовления пилюль и имел помощь священной оси мантры, которая могла замедлять время, он все же смог успешно изготовить только половину партии пилюль, израсходовав 10 партий ингредиентов за первый год. Однако он многому научился на этих неудачах, и в результате его процент успеха неуклонно рос. В конце концов, ему удалось успешно создать 5 партий пилюль за последние 3 года, используя 30 партий ингредиентов, что составило в общей сложности 55 пилюль. Для обычного мастера земных пилюль даже 10 партий ингредиентов пилюли Мириад Осей было бы невозможно собрать за короткое время, не говоря уже о 30. Кроме того, процент успеха чуть менее 20% не казался особо впечатляющим, но если бы Пин Йоцзе узнал об этом в загробной жизни, он был бы настолько потрясен, что его челюсть упала бы прямо на пол. Даже для таких, как Сюншань, пилюли Мириад Осей стоили того, чтобы за них бороться, даже рискуя жизнью, и даже если бы он получил пилюлю Мириад Осей, он, скорее всего, предпочел бы сохранить ее для важного прорыва в своей культивации, а не немедленно употребить. В конце концов, даже в контексте всего Северного ледникового региона бессмертных было всего несколько видов пилюль, которые могли продвинуть базу культивации культиваторов поздней стадии истинного бессмертного, и даже у такой грозной секты, когда Пылающего дракона, не было много таких пилюль в распоряжении. В противном случае культиваторы стадии Золотого Бессмертного не были бы такой редкостью. Однако для Хань Ли это не было проблемой. Фактически, он мог изготовить еще больше пилюль Мириад Осей в будущем, чтобы ему никогда не приходилось прекращать принимать их во время своей культивации. В этот момент Хань Ли был в довольно хорошем настроении, но не из-за количества пилюль Мириад Осей, которые ему удалось изготовить.
что еще более важно, он обнаружил, что его мастерство изготовления пилюль быстро улучшилось за последние 3 года и достигло определенного узкого места. У него было ощущение, что, если он сможет преодолеть это узкое место, его навыки изготовления пилюль выйдут на совершенно новый уровень. Подумав об этом, он глубоко вдохнул и убрал пилюли Мириад Осей, а затем вышел из камеры изготовления пилюль. Вскоре он снова оказался в своем саду растений и остановился на том месте, где был посажен первичный боб. По его указанию марионетка-гигантская обезьяна время от времени поливала его каплей духовной жидкости из флакона, контролирующего небеса, но первичный боб все еще не подавал признаков прорастания. Однако, учитывая свой прошлый опыт, Хань Ли знал, чего ожидать, поэтому он нисколько не беспокоился и не волновался, когда направился к белому духовному пруду. Пруд был размером примерно 20 метров, с слоем слабого белого тумана над поверхностью. На его поверхности плавало несколько багровых цветков лотоса, а из их тычинок вырывались струйки багрового тумана, испуская чрезвычайно богатый сладкий аромат. Один из цветков лотоса был особенно большим, сравнимым с размером умывальника, в то время как все остальные были намного меньше. Хань Ли посмотрел под этот цветок лотоса и обнаружил огромный корень лотоса толщиной с ведро, простирающийся в почву на дне духовного пруда с нижней стороны цветка. Корень был длиной около 3 метров, и он был очень полупрозрачным, излучая слой плотного багрового света. От основного корня лотоса ответвлялось несколько более мелких корней, но они сильно уступали по толщине и окраске основному корню. На основном корне была серая отметина размером с кулак, очень темного цвета, напоминающая кляксу чернил. Этот корень лотоса был тем самым, который Хань Ли купил на аукционе, и он использовал его для выращивания большего количества корней кровавого кристаллического лотоса, чтобы поддерживать свое создание пилюль Мириад Осей. К этому моменту корень лотоса уже созрел как минимум до 300 тысяч лет. Чем старше основной ингредиент, тем выше процент успеха изготовления пилюли Мириад Осей, и тем эффективнее будут пилюли. Во время роста корня лотоса связанная метка на его поверхности тоже немного изменилась по внешнему виду. Она не только стала больше и темнее, но и внутри нее появились определенные узоры, напоминающие прожилки листа. Кроме того, Хань Ли мог ощущать колебания силы закона, исходящие от метки, хотя и очень слабые. Однако это были не колебания закона времени. Вместо этого это была какая-то другая неизвестная сила закона. Это было довольно неожиданно для Хань Ли, поскольку он определенно не ощущал никаких колебаний силы закона от связанной метки, и они, скорее всего, возникли из-за полива духовной жидкостью из флакона, контролирующего небеса. После этого открытия он не мог не почувствовать некоторую интригу по поводу этой связанной метки, и ему не терпелось увидеть, как она изменится в будущем. Глава 357. Последний шаг. Хань Ли еще немного постоял рядом с белым духовным прудом, прежде чем покинуть сад растений, а затем вернулся в свою спальню, где тут же заснул. Последние 3 года он без отдыха изготавливал пилюли Мириад Осей, и весь процесс изготовления пилюль требовал его полного внимания. В то же время ему приходилось рассчитывать время использования священной оси мантры, и даже с его базой культивации и духовным чувством поздней стадии истинного бессмертного он чувствовал себя довольно измотанным. Прежде чем начать совершенствование, ему нужно было немного отдохнуть, чтобы привести свое тело, разум и магическую силу в наилучшее возможное состояние. Он проспал 3 дня и 3 ночи, а проснувшись, снова был полон сил, прибыл в свою тайную комнату, сел, скрестив ноги, и вызвал лазурный нефритовый флакон. Он слегка наклонил флакон, чтобы достать пилюлю Мириад Осей, и, подержав ее между пальцами и немного осмотрев, тут же проглотил. Пилюля быстро растаяла в его желудке, прежде чем хлынуть по всем его меридианам мощным потоком тепла. Брови Хань Ли слегка нахмурились, и он почувствовал, как этот поток тепла, подобно стае скачущих диких лошадей, все быстрее и быстрее течет по его меридианам, постепенно образуя ряд водоворотов, что вызывает болезненное и отечное ощущение в этих меридианах. Спустя несколько мгновений брови Хань Ли постепенно разгладились, и на его лице появилось радостное выражение. Пилюля Мириад Осей была еще более эффективной, чем он ожидал. Он мягко выдохнул, сосредоточив свое внимание на писании оси мантры, начав процесс погружения в культивацию. Слой мягкого золотого света поднялся, чтобы окутать все его тело, и годы медленно текли. Пыль, скапливающаяся у ворот пещерного жилища, становилась все толще и толще, и к этому моменту было практически невозможно сказать, что на склоне горы все еще есть ворота. 500 лет — это очень долгий срок для смертных. За это время могли возникнуть и рухнуть целые империи, но для культиваторов это было не более чем одним уединением. В этот день в небе над островом внезапно сошлись бесчисленные темные тучи, и внутри туч непрерывно сверкали дуги молнии.
Вся изначальная ци мира в радиусе 1000 километров бурно забурлила, образуя огромный водоворот духовной энергии, который медленно вращался в небе. В небе появились бесчисленные шары духовной ци, и они сходились к острову, притягиваемые вращающимся водоворотом. В нескольких десятках километров от острова находился огненно-красный остров радиусом всего около полукилометра, и это был коралловый остров, чрезвычайно красивый и сверкающий под лучами солнца. Внезапно из воды возле острова с брызгами вынырнул темно-красный демонический зверь. Демонический зверь был длиной более 30 метров и напоминал кабана с стальной багровой шерстью. Из его пасти также торчала пара белых клыков, излучающих металлический блеск. Что было еще более примечательным в этом существе, так это то, что у него было 6 ног. Его черты лица были довольно грозными, но его тело было круглым и пухлым, как арбуз, поэтому он выглядел скорее комично, чем угрожающе. И если бы присутствовали какие-либо культиваторы, знакомые с морем черного ветра, они смогли бы опознать этого демонического зверя как шестиногого морского вепря, очень распространенного низкоуровневого демона-зверя в этом регионе, за исключением того, что этот уже был на поздней стадии зарождающейся души. Пухлое тело зверя резко раздулось, и он широко открыл пасть, создав мощную силу всасывания, что позволило ему проглотить несколько шаров духовной ци в воздухе. Затем по его телу начал пробегать слой красного света, и это явление продолжалось около 2 часов, прежде чем шары духовной ци в воздухе исчезли. Шестиногий морской вепрь закрыл пасть, и красный свет, исходящий от его тела, стал немного ярче, чем раньше. Зверь устремил свой взгляд на остров вдалеке, а затем несколько раз хрюкнул, как будто просил еще. Он уже очень давно жил здесь, и несколько столетий назад на том острове появился чрезвычайно могущественный человеческий культиватор, что привело к тому, что все грозные демонические звери поблизости ушли. Однако в то время он только достиг базового уровня интеллекта и все еще был довольно невежественным, поэтому не ушел. Культиватор-человек все это время оставался в своей пещерной резиденции и не нападал ни на одного из близлежащих демонических зверей. Благодаря тому, что все более грозные демоны-звери в этом районе ушли, шестиногий морской вепрь смог наслаждаться очень безопасной и комфортной жизнью, и хотя с тех пор его интеллект развился дальше, он все же решил не уходить. Что касается того, почему он решил остаться, то это потому, что за последние несколько столетий этот огромный водоворот духовной ци появлялся время от времени, и к этому моменту он уже появлялся 11 раз. Всякий раз, когда это происходило, шестиногий морской вепрь использовал свою врожденную способность поглощать часть духовной ци в воздухе, и именно так он всего за несколько столетий быстро продвинулся от стадии конденсации ци до своей нынешней базы культивации. Шестиногий морской вепрь еще несколько раз взглянул на остров вдалеке. Его база культивации уже приближалась к вершине стадии зарождающейся души, и если бы это явление продолжалось немного дольше, возможно, он уже достиг бы стадии божественной трансформации. Похоже, придется подождать до следующего раза, подумал про себя шестиногий морской вепрь, а затем поплыл обратно в море. Внутри пещерной резиденции все тело Хань Ли излучало ослепительный золотой свет, а также испускало вспышку грозного духовного давления. Над его телом появилось целых 35 точек золотого света, и когда золотое сияние медленно угасло, он открыл глаза, в которых мелькнул проблеск восторга. Он быстро продвигался в своей культивации, открыв 11 бессмертных акупунктурных точек менее чем за 600 лет. И если бы кто-то другой услышал об этой скорости прогресса, он был бы потрясен до глубины души, а если бы они услышали, что у него в распоряжении практически неограниченный запас пилюль Мириад Осей, даже Золотой Бессмертный позавидовал бы ему, даже сам Хань Ли не ожидал, что сможет открыть 11 бессмертных акупунктурных точек всего за 500 лет. По его первоначальным оценкам, ему потребовалось бы не менее 1000 лет, чтобы достичь этой стадии, но на самом деле он добрался туда гораздо быстрее. Помимо этого, было кое-что, что сильно озадачивало Хань Ли в пилюле Мириад Осей, и это был вопрос сопротивляемости. Хотя он принимал пилюли Мириад Осей на протяжении последних 500 лет, его тело не выработало к ней никакого сопротивления, что сделало бы ее менее эффективной. Он потратил некоторое время, пытаясь выяснить причины этого, но его эксперименты не дали никаких убедительных результатов, поэтому он в конце концов отложил этот вопрос в сторону. В конце концов, это было не так уж плохо, так что не было причин зацикливаться на этом. Он покачал головой, чтобы избавиться от этого хода мыслей, после чего на его лице появилось задумчивое выражение. С 35 открытыми бессмертными акупунктурными точками ему оставалось открыть еще одну, чтобы достичь стадии Золотого Бессмертного. Это был всего один шаг, но разница была огромной, а степень сложности прорыва была сравнима с тем, как культиватор стадии Великого Вознесения возносится к бессмертию в Царстве Духов. Чтобы преодолеть это узкое место, ему нужно было не только открыть 36 бессмертных акупунктурных точек, но и самая трудная часть заключалась в преодолении последнего из 3 распадов, а именно распада акупунктурных точек.
До этого момента Хань Ли еще не испытывал ни одного из распадов в своей культивации, но он слышал много историй о том, насколько губительными могут быть эти распады, поэтому даже со своими нынешними силами и способностями он не осмеливался расслабляться. Лучший способ предотвратить 3 распада — это по-настоящему овладеть силой закона. Он совершенствовал законы времени, один из 3 высших законов, и если бы он смог по-настоящему овладеть им хотя бы немного, то это, скорее всего, было бы чрезвычайно эффективно для предотвращения 3 распадов. Однако к этому моменту он исчерпал все свои другие варианты без какого-либо успеха, и его единственной оставшейся надеждой было изготовить пилюлю Да. Внезапно Хань Ли пришла в голову мысль, и он встал на ноги и вышел из своей тайной комнаты, прежде чем прибыть в секцию своего сада растений. Здесь был участок черной духовной почвы, и воздух был очень прохладным и влажным. В духовной почве был посажен белый духовный корень женьшеня, довольно прозрачный на вид, как будто он был вырезан из белого нефрита. Это был не что иное, как один из основных ингредиентов пилюли Да, корень небесного женьшеня. Наконец, его упорные усилия окупились, и ему удалось купить молодой корень небесного женьшеня в гильдии странников по высокой цене. Хань Ли удовлетворенно кивнул при виде корня женьшеня. Получив корень женьшеня, он тут же поручил марионетке гигантской обезьяне поливать его духовной жидкостью из флакона, контролирующего небеса, и к этому моменту ему было уже более 100 тысяч лет, что делало его пригодным для изготовления пилюль. К этому моменту ему не хватало только травы деформированной росы, но о ней все еще не было никаких известий. В любом случае, это почти полностью зависело от удачи, и, учитывая, что он в настоящее время находился в море черного ветра, все, что он мог сделать, это полагаться на гильдию странников. Подумав об этом, он тихо вздохнул и вернулся в свою тайную комнату, прежде чем сесть, скрестив ноги. Хотя он все еще не мог изготовить пилюлю Да, он, естественно, не хотел просто сидеть сложа руки и ничего не делать. Вместо этого он собирался попытаться открыть свою 36-ю бессмертную акупунктурную точку, и, по крайней мере, он собирался открыть ее большую часть пути, чтобы достичь вершины поздней стадии истинного бессмертного. Подумав об этом, Хань Ли употребил еще одну пилюлю Мириад Осей, прежде чем закрыть глаза, чтобы совершенствоваться. Этот район моря черного ветра был практически полностью не тронут и, казалось, никогда не менялся, создавая впечатление, что здесь время остановилось. Еще 50 лет пролетели в мгновение ока, и шестиногий морской вепрь снова появился на близлежащем коралловом острове, прежде чем устремить свой взгляд на остров, на котором находился Хань Ли. Согласно его прошлому опыту, водоворот духовной ци должен был вот-вот появиться. В течение последних нескольких лет он выходил практически каждый день, чтобы проверить, из страха пропустить. Однако с момента, который он предсказывал, прошло уже около 10 лет, но водоворот духовной ци так и не появился. Мало того, остров был совершенно тихим, и некоторые колебания духовной силы, которые ранее иногда исходили от него, тоже прекратились. В глазах шестиногого морского вепря появилось слегка взволнованное выражение, когда он продолжал смотреть на остров вдалеке. Может быть, человеческий культиватор уже ушел, немного поколебавшись, он повернулся и поплыл к острову. Глава 358. Подарок от шестиногого морского вепря. Для шестиногого морского вепря поздней стадии зарождающейся души расстояние в несколько десятков километров можно было легко преодолеть, и вскоре он уже доплыл до острова. Он изо всех сил старался скрыть свою ауру, плывя вдоль края острова к пещерной резиденции человеческого культиватора. Вскоре после этого он прибыл к пещерной резиденции, прежде чем устремить свой взгляд в том направлении. Его встретил вид пышного леса, который, казалось, ничем не отличался от лесных массивов вокруг него. Зверь долго смотрел на этот участок леса, прежде чем открыть пасть и выпустить полосу слабого синего света, которая полетела в этот район. Как только синий свет соприкоснулся с лесом, он тут же исчез без следа. Шестиногий морской вепрь был весьма рад этому. Ограничение все еще стояло, а это означало, что человеческий культиватор еще не ушел. Шестиногий морской вепрь почувствовал облегчение, увидев это, и уже собирался уходить, как вдруг рядом раздался веселый смешок. Шестиногий морской вепрь вздрогнул, прежде чем повернуться в том направлении, после чего так испугался, что его душа чуть не покинула тело. На берегу неподалеку стоял забавный молодой человек в лазурной мантии, и это был никто иной, как культиватор-человек, которого он когда-то видел издалека много лет назад. Шестиногий морской вепрь издал испуганное хрюканье, когда он поспешно попытался бежать обратно в море, но молодой человек в лазурной мантии сделал хватательное движение, и вся морская вода в радиусе примерно полукилометра отступила назад, прежде чем подняться в воздух. Шестиногий морской вепрь оказался в ловушке морской воды, совершенно не способный двигаться. Шестиногий морской вепрь поздней стадии зарождающейся души.
Это довольно редкое явление, заметил молодой человек в лазурной мантии. Этим человеком был никто иной, как Ханли, и его выражение лица в этот момент говорило о том, что его что-то беспокоит. В течение последних нескольких десятилетий он продолжал совершенствоваться в уединении в своей пещерной резиденции, пытаясь открыть свою 36-ю бессмертную акупунктурную точку, но, хотя он продолжал принимать пилюли Мириад Осей без перерыва в течение этого времени, последняя бессмертная акупунктурная точка оставалась совершенно неподвижной. В этот день он чувствовал себя довольно разочарованным и прогуливался, чтобы отвлечься, и, конечно, не ожидал встретить такого демона-зверя. Шестиногий морской вепрь хрюкнул от паники и страха, изо всех сил пытаясь вырваться своими 6 короткими ногами, но безуспешно. Его голос был чрезвычайно пронзительным, напоминающим леденящую кровь вопли жирной свиньи, которую вот-вот зарежут, и он устроил довольно комичное представление, которое значительно улучшило настроение Ханли. «Не волнуйся, я тебя не убью», — сказал он с легкой улыбкой, а затем щелкнул пальцем в воздухе, чтобы послать огненно-красную пилюлю в широко открытую пасть шестиногого морского вепря. Его испуганное хрюканье мгновенно прекратилось, сразу же после чего по его пухлому телу хаотично вспыхнул красный свет, и его аура начала быстро повышаться. На его лице появилось ошеломленное выражение, когда он почувствовал это, и его борьба тоже постепенно утихла. Тем временем красный свет, исходящий от его тела, продолжал становиться все ярче, и он быстро преодолел узкое место, чтобы достичь стадии божественной трансформации. В то же время красная окраска его кожи и шерсти полностью исчезла, оставив его белым, как снег. Мышцы на его нижней части живота на мгновение зашевелились, и появились пара коротких обрубков, как будто вот-вот появится еще 2 ноги. «У тебя должно быть приличная предрасположенность, если ты так быстро отращиваешь еще 2 ноги», пробормотал Ханли себе под нос, прежде чем опустить руку, и морская вода, окутывающая шестиногого морского вепря, мгновенно упала обратно в море с громким всплеском. Шестиногий морской вепрь освободился, но вместо того, чтобы улететь, он остался стоять в воздухе, ошеломленно глядя на Ханли. «Я уже помог тебе преодолеть узкое место стадии божественной трансформации, ты все еще недоволен?» — спросил Ханли с легкой улыбкой. Шестиногий морской вепрь еще немного посмотрел на Ханли, а затем внезапно полетел обратно в море и исчез в волнах. Тем временем Ханли устремил свой взгляд на далекий горизонт с легкой улыбкой. Он чувствовал себя немного расстроенным, но определенно не унывал и не волновался. Следовало ожидать, что прорыв на стадию золотого бессмертного будет трудным. В противном случае культиваторы стадии золотого бессмертного не были бы такой редкостью. Однако он не смог найти никакого способа решить эту проблему. День быстро сменился ночью, и на ночном небе появились звезды. Ханли посмотрел на звездное ночное небо, и его глаза внезапно загорелись, когда ему пришла в голову мысль. Он привернул руку, чтобы достать серую каменную плиту, покрытую крошечным древним текстом, и это было не что иное, как искусство происхождения Великой Вселенной, которое он получил от патриарха Холодного Пламени. Вскоре после получения этого искусства культивации Ханли был вовлечен в череду хаотичных событий. В результате он совсем забыл о нем, и эта каменная плита все это время лежала в его мешочке для хранения. Искусство происхождения Большой Медведицы, с которым он столкнулся в царстве духовной сферы, позволило ему открыть 7 глубоких апертур, и после этого ему не составило особого труда открыть свои первые 7 бессмертных акупунктурных точек. Если он не ошибался, казалось, существовала какая-то связь между глубокими апертурами и бессмертными акупунктурными точками. Возможно, ему будет намного легче открыть свою 36-ю бессмертную акупунктурную точку, если он сначала сможет открыть 36 глубоких апертур. Подумав об этом, Ханли сел на землю, держа в руках каменную плиту, вместо того, чтобы вернуться в свою пещерную резиденцию. Когда он впервые получил это искусство культивации, он осмотрел его лишь вкратце, и теперь, когда он внимательно изучал его, волнение на его лице быстро угасло, медленно сменившись кривой улыбкой. Конечно, как искусство происхождения Великой Вселенной, так и искусство происхождения Большой Медведицы были схожи по своей природе, а первое было еще более продвинутым. Однако, как и сказал патриарх Холодного Пламени, эта каменная плита содержала половину искусства культивации, что позволяло открыть только 18 глубоких апертур. Это означало, что ему придется найти вторую половину искусства культивации, чтобы открыть 36 глубоких апертур. Патриарх Холодного Пламени получил первую половину этого искусства происхождения Великой Вселенной из набора руин, поэтому Ханли, скорее всего, придется отправиться в то же место, чтобы получить вторую половину. Подумав об этом, Ханли не мог не упрекнуть себя внутренне за то, что не задал патриарху Холодного Пламени больше вопросов об этих руинах. Скорее всего, ему будет непросто снова найти патриарха Холодного Пламени. Казалось, что патриарх Холодного Пламени, скорее всего, присоединился к вездесущему павильону, но попытка найти кого-то из такой огромной организации ничем не отличалась от поиска иголки в стоге сена.
Кроме того, для начала он мало что знал о вездесущем павильоне, и, как и в гильдии странников, личности его членов, скорее всего, держались в секрете друг от друга. Немного поразмыслив над этим вопросом, он покачал головой, прежде чем убрать каменную плиту. В настоящее время он просто ничего не мог с этим поделать. Подумав об этом, Хань Ли повернулся и направился обратно к своей пещерной резиденции, но внезапно остановился, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть на море. Раздалась серия срочного хрюканья, после чего поверхность моря с громким всплеском разделилась, и шестиногий морской вепрь вылетел, прежде чем приземлиться рядом с Хань Ли. Затем он открыл пасть, и оттуда выпал черный предмет, прежде чем подкатиться к Хань Ли. Из пасти шестиногого морского вепря доносилось шипение, и там были черные отметины, из которых сочилась темно-красная кровь, как будто этот участок был чем-то разъеден. Хань Ли поднял бровь и взмахнул рукавом в воздухе, послав вспышку лазурного света в тело шестиногого морского вепря, и раны на его пасти быстро начали заживать. В глазах шестиногого морского вепря появилось радостное выражение, и он хрюкнул на Хань Ли, виляя хвостом из стороны в сторону, как будто пытался ему угодить. Хань Ли больше не обращал внимания на зверя, когда он наклонился, чтобы поднять черный предмет с земли. Это был черный камень размером с кулак, который излучал слабый черный свет, и хотя уже была ночь, черный свет, исходящий от предмета, все еще был очень хорошо виден, как будто он мог поглотить весь свет вокруг себя. Брови Хань Ли внезапно слегка нахмурились, когда острая боль пронзила пальцы его руки, которые соприкасались с камнем. Сразу же после этого на его руке появился полупрозрачный барьер. Черный свет, исходящий от камня, казалось, обладал какой-то разъедающей силой, которую не могло выдержать даже его нынешнее физическое тело. Немного осмотрев камень, Хань Ли ввел в него свое духовное чувство, после чего в его глазах мелькнул проблеск удивления. Камень содержал в себе очень особый вид силы, который не был силой закона, но был очень глубоким, и он не мог точно сказать, что это такое. «Ты отдаешь это мне?» — спросил Хань Ли. Шестиногий морской вепрь тут же кивнул в ответ. «Это очень интересный камень. Где ты его взял?» — спросил Хань Ли. Шестиногий морской вепрь повернулся вдаль и открыл пасть, чтобы что-то сказать, но все, что он мог сделать, это хрюкнуть, и в его глазах мгновенно появилось взволнованное выражение. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, когда он выпустил вспышку лазурного света из кончика пальца в горло шестиногого морского вепря. Чтобы демоны-звери могли говорить, им сначала нужно было очистить определенную кость горла. Этот шестиногий морской вепрь обладал приличной базой культивации, но он все еще не очистил эту кость в горле. Лазурный свет на мгновение промелькнул в горле зверя, прежде чем быстро рассеяться, и в глазах шестиногого морского вепря появилось восторженное выражение, когда он начал говорить очень невнятно. «Старший, хорошо, можешь ли ты теперь сказать мне, где ты взял этот камень?» — спросил Хань Ли. «Да, этот камень, много лет назад, я, с моими родителями, из другого места, пока переезжали сюда, получили его рядом с островом», заикаясь, ответил шестиногий морской вепрь. Глаза Хань Ли тут же загорелись, услышав это. «Ты еще помнишь, что это был за остров? Это было слишком давно». «Я был слишком молод в то время, так что я не помню», ответил шестиногий морской вепрь, и его речь постепенно становилась все более беглой. Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, услышав это, и шар морской воды мгновенно поднялся, прежде чем сформировать водяной экран, на котором была изображена подробная карта моря Черного ветра. «Ты можешь примерно вспомнить, где это было на этой карте?» — спросил он. Шестиногий морской вепрь долго смотрел на карту, а затем указал рылом на определенное место и неуверенным голосом сказал: «Я думаю, это могло быть здесь». Хань Ли устремил свой взгляд на то место на карте, и на его лице появилось удивление. Как оказалось, это было место, где он когда-то был. Это был не что иное, как остров Красной Луны, остров, на котором он выполнял свое первое задание гильдии странников. «Так вот, где ты его нашел? Пробормотал Хань Ли себе под нос. «Может быть, я не уверен», — сказал шестиногий морской вепрь с беспокойным выражением лица. «Ничего страшного, я знаю, что тебе может быть трудно вспомнить. Кстати, у тебя есть еще такие камни?» — спросил Хань Ли. Глава 359. Ответ. «Нет, у меня есть только этот». Я собирался оставить его себе и попытаться выяснить, что это такое, но это явно выходит за рамки моих возможностей, поэтому я подумал, что будет лучше отдать его вам, старший», — сказал шестиногий морской вепрь, опустив свою большую голову в льстивом жесте. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, когда он щелкнул еще одной пилюлей в воздухе, и шестиногий морской вепрь тут же открыл пасть, чтобы проглотить пилюлю с восторженным выражением лица. По его телу снова пробежала вспышка света, и его аура еще больше увеличилась. «Иди».
«И не смей никому об этом говорить», — сказал Хань. Шестиногий морской вепрь поспешно кивнул в ответ, а затем бросился обратно в море и уплыл. Хань немного понаблюдал за тем, как зверь уходит, а затем перевернул руку, чтобы достать красную нефритовую шкатулку. Эта шкатулка была изготовлена из особого теплого нефрита и излучала теплую и успокаивающую ауру. Он положил черный камень в шкатулку и, понаблюдав немного, чтобы убедиться, что шкатулка не подвержена воздействию черного света, исходящего от камня, убрал ее, а затем снял истинную экстремальную мембрану со своей руки, прежде чем вернуться в свою пещерную резиденцию. Вместо того, чтобы вернуться в свою тайную комнату, он прибыл в секцию своего сада растений, где был посажен первичный боб. Последние несколько десятилетий он был полностью сосредоточен на совершенствовании, поэтому у него не было ни свободного времени, ни внимания, чтобы проявлять кристаллы времени. В связи с тем, что у него уже был достаточный запас пилюль Мириад Осей, он поручил своей марионетке гигантской обезьяне использовать всю духовную жидкость флакона, контролирующего небеса для полива первичного боба. Прибыв в эту секцию сада растений, глаза Хань тут же загорелись, когда он обнаружил, что первичный боб уже пророс, и из почвы пробился тонкий зеленый росток. Хотя это был всего лишь крошечный росток, он излучал грозную ауру жизненной силы. Он внимательно осмотрел росток и обнаружил, что, как и раньше, на его двух листьях были какие-то слабые золотые узоры. Хань довольно кивнул, увидев это. Вырастив уже одну партию воинов Да, он приобрел некоторый опыт и уже не был так невежествен, как раньше. Самой сложной и трудоемкой частью процесса выращивания воинов Да было проращивание первичного боба. Как только первичный боб прорастал, половина работы уже была сделана, и если не случится никаких происшествий, он сможет быстро получить еще одну партию воинов Да. Подумав об этом, Хань еще немного понаблюдал за ростком, прежде чем покинуть сад растений и вернуться в свою тайную комнату. Завернув за угол, он устремил свой взгляд на другую тайную комнату. Даосси уже несколько столетий находился там в уединении, но все еще не подавал признаков выхода, и было неясно, чем он там занимается. Хань отвел взгляд, прежде чем войти в свою тайную комнату и сесть, скрестив ноги. После этого он надел свою маску гильдии странников, а затем активировал все ограничения в тайной комнате, прежде чем проверить свое задание по приобретению травы деформированной расы, но ответов все еще не было. Это не стало для него сюрпризом, и, тихо вздохнув, он выдал еще 2 задания, одно из которых заключалось в приобретении полного искусства происхождения Великой Вселенной, а другое — в оценке черного камня, который он только что получил. По какой-то причине он чувствовал, что этот камень был чем-то особенным. Сделав все это, он на мгновение помедитировал, прежде чем вызвать к себе свою марионетку гигантскую обезьяну и взять у нее флакон контролирующего небеса. Внутри флакона уже кружилась капля зеленой духовной жидкости, и он поставил флакон перед собой, прежде чем сложить печать рукой. Священная ось мантры появилась позади него среди вспышки золотого света, и все руны до времени на ее поверхности непрерывно мерцали, испуская колебания силы закона времени. Он сложил печать рукой, и священная ось мантры мгновенно взлетела, прежде чем опуститься перед ним. К этому моменту количество рун до времени на оси достигло 130. Когда он еще был на средней стадии истинного бессмертного, количество рун до времени на его священной оси мантры, казалось, достигло верхнего предела в 108. Однако теперь, когда он достиг поздней стадии истинного бессмертного, количество рун до времени на оси снова начало увеличиваться. В таком случае Хань взял флакон контролирующего небеса, прежде чем влить в него свою бессмертную духовную силу. Вся изначальная ци мира вокруг пещерного жилища мгновенно начала бурно бурлить, образуя массивный водоворот, который притягивал бесчисленные полупрозрачные нити, образованные изначальной ци мира. По поверхности моря пронеслись порывы яростного ветра, подняв огромные волны, и это поразительное явление продолжалось 3 дня, прежде чем угасло. Внутри своей пещерной резиденции Хань держал кристалл времени с оттенком усталости на лице. С его нынешними запасами бессмертной духовной силы проявлять кристаллы времени было уже гораздо менее утомительно, чем раньше. Немного отдохнув, он сложил печать рукой, и священная ось мантры появилась позади него среди вспышки золотого света. Затем он начал петь заклинание, священная ось мантры начала вращаться, а руны до времени на ее поверхности излучали ослепительный золотой свет. В центре оси появился шар сияющего золотого света, который быстро превратился в вертикальный золотой глаз, устремивший свой взгляд на кристаллы времени в руке Ханьли. Раздался слабый треск, когда кристалл разбился, и золотая нить внутри вылетела, прежде чем выстрелить в вертикальный золотой глаз. Ханьли вздрогнул, как будто по нему нанесли сильный удар, и золотой свет, исходящий от священной оси мантры, мгновенно стал еще ярче. Спустя несколько мгновений на оси появился шар ослепительного белого света, а затем превратился в полупрозрачную руну до времени, очень обнадеживающее зрелище для Ханьли.
Как он и ожидал, теперь к священной оси мантры можно было добавить еще руны до времени. Он убрал свою священную ось мантры, а затем передал флакон контролирующего небеса марионетки гигантской обезьяне, чтобы она могла продолжать производить больше духовной жидкости. Чем больше рун до времени будет на оси, тем мощнее она станет. Более 20 лет пролетели в мгновение ок. Внутри своей пещерной резиденции все тело Ханьли излучало ослепительный золотой свет, а священная ось мантры быстро вращалась позади него, испуская волны золотых пульсаций, которые озаряли всю пещерную резиденцию ярко-золотым цветом. Ось была усеяна кольцами за кольцами рун до времени, которых насчитывалось в общей сложности 360. В течение последних лет он постоянно использовал кристаллы времени, чтобы добавить больше рун до времени на ось, но по достижении 360 священная ось мантры, казалось, снова достигла своего верхнего предела, что сделало невозможным добавить больше. Ханьли сложил печать рукой, и появились бесчисленные кольца золотых пульсаций, прежде чем распространиться во все стороны. Эти золотые пульсации были гораздо ярче, чем раньше, и все, что было окутано ими, полностью остановилось. Воздух и изначальная ци мира перестали течь, как будто они были заморожены на месте. Ханьли довольно кивнул, увидев это. Эффект замедления времени священной оси мантры снова значительно усилился, и, по его оценкам, время замедлилось примерно в 3000 раз. Он взмахнул рукавом в воздухе, и священная ось мантры распалась на точки золотого света, которые исчезли обратно в его теле. С увеличением количества рун до времени на священной оси мантры ее использование также становилось все более утомительным, и даже с его бессмертной духовной силой поздней стадии истинного бессмертного поддерживать ее было непросто. Ханьли мягко выдохнул, садясь, скрестив ноги. Увеличение количества рун до времени не только усилило силу священной оси мантры, но и значительно увеличило силу времени, пронизывающую ее, и всякий раз, когда он использовал ось, она высвобождала огромное количество сил закона времени. Учитывая обилие сил закона времени в священной оси мантры, возможно, он сможет постичь законы времени, не прибегая к пилюле Да. Подумав об этом, он тут же проглотил пилюлю восстановления, прежде чем снова закрыть глаза. Почти полдня спустя. Пространство внутри тайной комнаты Ханьли внезапно начало содрогаться, и даже сквозь все ограничения можно было ощутить грозные колебания силы времени, исходящие изнутри. Как раз в этот момент из каменной двери тайной комнаты Даоса Се вспыхнул золотой свет, и дверь медленно открылась. Даос Се медленно вышел оттуда, и все его тело было окутано бесчисленными тонкими дугами золотой молнии, из-за чего казалось, будто на нем была вуаль из золотой молнии. Под вуалью молнии его тело выглядело довольно расплывчатым, как будто оно могло исчезнуть в воздухе в любой момент. Выйдя из уединения, его взгляд быстро упал на тайную комнату Ханьли, и, немного постояв там, он повернулся и вернулся в свою собственную тайную комнату. Несколько дней спустя явление, происходящее в тайной комнате Ханьли, наконец, утихло. Внутри тайной комнаты Ханьли сидел, скрестив ноги. Его мантии были довольно потрёпанными, и по всему его телу были следы крови, а цвет лица был чрезвычайно бледным. Как и его предыдущие несколько попыток, это тоже закончилось неудачей. Казалось, что какая-то сила мешала ему постичь законы времени. Брови Ханьли были плотно нахмурены, когда он сложил печать рукой, и по его телу пробежала вспышка лазурного света, после чего все раны мгновенно зажили. Затем он переоделся в новую мантию, прежде чем принять пилюлю, и только после того, как он закрыл глаза, чтобы помедитировать еще полдня, его цвет лица постепенно вернулся к норме. Ханьли открыл глаза и устремил свой взгляд прямо вперед, и после продолжительного молчания тихо вздохнул. Казалось, что по-настоящему овладеть законами времени без помощи пилюли Да действительно было невозможно. Подумав об этом, он перевернул руку, чтобы достать свою маску гильдии странников, которую он тут же надел, прежде чем обратить свое внимание на раздел заданий. На его лице тут же появилось легкое волнение, которое быстро сменилось разочарованием. Как оказалось, на одно из его заданий пришел ответ, но это было задание по оценке черного камня, а не задание по приобретению травы деформированной росы. Несмотря на разочарование, Ханьли все же наложил печать заклинания на задание. Это было не то задание, на которое он больше всего надеялся получить ответ, но тем не менее, он был очень заинтригован этим черным камнем. Текст задания начал мягко пульсировать, меняя яркость, и примерно через 15 минут текст выпустил луч лазурного света, проецируя его в тайную комнату. Медленно начала формироваться фигура в алой маске дракона, и на ее маске было выгравировано число 3. Ханьли слегка замялся при виде этой фигуры, но его выражение лица было скрыто за его собственной маской странника. Это была маска, принадлежавшая никому иному, как Змею 3. Глава 360. Полная коллекция.
«Приветствую, товарищ Даос», — произнесла фигура в маске, сжимая кулак в приветствии. Судя по голосу, это был Змей-3. Однако Хань Ли никогда не слышал, чтобы Змей-3 обращался к кому-либо так вежливо, и это его немного озадачило. Но он, конечно, не показал своего замешательства и ответил на приветствие, прежде чем спросить: «Вы взяли мою миссию, значит, вы должны знать, что это за предмет, верно?» В этот момент он был в маске енота 11 и изменил свой голос, поэтому не беспокоился, что Змей-3 сможет его узнать. «Конечно. Однако, прежде чем мы перейдем к этому, у меня есть вопрос. Вы сейчас находитесь в море Черного ветра, товарищ Даос?» Спросил Змей-3, казалось бы, совершенно не по теме. Услышав это, Хань Ли почувствовал легкое беспокойство и не ответил. «Пожалуйста, не поймите меня неправильно, товарищ Даос. Даже один и тот же тип руды может иметь определенные различия в зависимости от места происхождения, поэтому я и спрашиваю», — сказал Змей-3 с улыбкой. Хань Ли немного поколебался, а затем кивнул в знак согласия. «Я действительно сейчас нахожусь в море Черного ветра». «Понятно. В таком случае я могу сказать вам, что эта порода называется кристаллом твердых чернил, и я когда-то видел ее в море Черного ветра много лет назад. Материал настолько твердый, что даже прямые атаки приобретенных бессмертных сокровищ не способны его разрушить. Более того, он содержит особый тип силы, которая обладает чрезвычайно разъедающим действием, что делает его исключительным материалом для создания бессмертных сокровищ и атрибута. Если часть этого материала будет включена в существующее бессмертное сокровище и атрибута, то это сокровище не только приобретет разъедающие свойства, но и станет гораздо прочнее. Если вы предложите эту породу культиваторам, использующим искусство культивации и атрибута, я уверен, что они будут готовы обменять на нее все, что у них есть, объяснил Змей-3 с улыбкой. Хань Ли кивнул в ответ. «Спасибо за столь подробное объяснение. Я сразу же выдам вам вознаграждение». Его довольно удивило, что это такой ценный предмет. «До этого я хотел бы кое-что еще спросить у вас, товарищ Даос», — вдруг сказал Змей-3. «Спрашивайте», — подсказал Хань Ли. «По правде говоря, это сокровище, которое я очень долго искал, но мне нужно довольно большое его количество. Если вы можете сказать мне, где вы нашли этот кусок, я могу отказаться от вознаграждения за эту миссию и дать вам еще более существенную компенсацию», — сказал Змей-3 искренним голосом, снова сжимая кулак в приветствии Хань Ли. «В этом нет необходимости. Происхождение этого предмета связано с некоторыми моими личными делами, которые я не хочу раскрывать, поэтому я все равно выдам вам вознаграждение за миссию, как и договаривались», — ответил Хань Ли, покачав головой. «Подождите секунду. Это очень важный для меня вопрос, поэтому, пожалуйста, окажите мне помощь, товарищ Даос. Я готов заплатить 300 камней бессмертного происхождения за эту информацию», — поспешно вставил Змей-3. Хань Ли был весьма удивлен, услышав это. Каким бы ценным ни был этот материал, 300 камней бессмертного происхождения — это слишком много, чтобы платить только за информацию о его местонахождении. Это еще больше убедило его в том, что Змей-3 скрывает какую-то важную информацию. «Прошу прощения, но я не могу разглашать эту информацию, поэтому, пожалуйста, не настаивайте на этом вопросе. У меня еще есть кое-какие дела, так что давайте закончим на этом», — снова отказался Хань Ли, покачав головой. При этом он начал складывать печать рукой, чтобы завершить это общение. Все, чего он хотел в данный момент, это спокойно совершенствоваться, и он, конечно, не хотел ввязываться в какие-либо неприятности только из-за нескольких камней бессмертного происхождения. «Пожалуйста, подождите, товарищ Даос», — поспешно сказал Змей-3 взволнованным голосом. «Я заметил, что вы также разместили миссию по поиску травы деформированной расы. У меня как раз есть одна, и я готов обменять ее на информацию о местонахождении кристалла твердых чернил. У вас есть трава деформированной расы?» — спросил Хань Ли, и в его глазах появилось удивление и радость. Змей-3 был слегка успокоен реакцией Хань Ли и ответил с улыбкой: «Да, и ей более 100 тысяч лет, так что она должна быть готова к немедленному использованию». Хань Ли опустил голову в молчание, казалось, все еще колеблясь. Конечно, трава деформированной расы — это ценное духовное растение, но это не сокровище высшего уровня, поэтому я добавлю еще 200 камней бессмертного происхождения. «Как насчет этого?» — спросил Змей-3, снова повышая ставки. Хань Ли поднял голову с удивленным выражением лица, услышав это. Этот кристалл твердых чернил был всего лишь чем-то, что он получил случайно, и он отказал Змею-3 только потому, что не хотел привлекать к себе потенциальных неприятностей. На самом деле он уже решил согласиться обменять информацию на траву деформированной расы и только что обдумывал некоторые вопросы, связанные с созданием пилюли Да, но его молчание, похоже, было неверно истолковано. «Учитывая вашу щедрость, с моей стороны было бы грубо продолжать отказываться», — сказал Хань Ли с легкой улыбкой.
Спасибо, товарищ Даос. Змей 3 был в восторге от услышанного и сложил ряд печатей руками, после чего на лазурном световом экране перед Хань Ли появились бесчисленные лазурные руны, сформировавшие телепортационный массив. Затем в массиве появилось кольцо для хранения, и Хань Ли без колебаний взял его, прежде чем влить в него свое духовное чувство. Вместо того, чтобы сразу же осматривать содержимое кольца для хранения, он осторожно осмотрел все кольцо и только после того, как убедился, что с ним ничего не сделали, обратил свое внимание на его содержимое, а именно небольшую кучку камней бессмертного происхождения и лазурную нефритовую шкатулку длиной около 30 сантиметров, с несколькими лазурными талисманами, прикрепленными к ней. Хань Ли вытащил нефритовую шкатулку из кольца для хранения, и она излучала нежное лазурное сияние. Он сразу же определил, что шкатулка была изготовлена из сливочного нефрита лазурного духа, который был разновидностью высококачественного духовного нефрита, идеально подходящего для хранения всех видов духовных растений. Хань Ли осторожно снял талисманы со шкатулки, прежде чем поднять ее крышку, и его взору предстало лазурное духовное растение с длинными и тонкими листьями, зелеными, как нефрит, но с белыми корнями. На листьях духовного растения были белые пятна, похожие на капли росы, и оно не казалось чем-то особенным, но от него исходили мощные колебания духовной ци. В воздухе вокруг него быстро появилось облако белого тумана, а в тумане — бесчисленные прозрачные капли воды. Это была не что иное, как трава деформированной росы, которую он так долго искал, и, как утверждал Змей 3, ей было более 100 тысяч лет. Более того, ее корни были совершенно не повреждены, так что он мог продолжать ее выращивать. Хань Ли закрыл крышку нефритовой шкатулки, прежде чем убрать ее, а затем сказал: «Ответ на ваш вопрос очень прост. Я случайно подобрал кристалл твердых чернил где-то в море черного ветра». Глаза Змея 3 тут же загорелись, и он спросил: «А вы еще помните, где именно вы его подобрали? Позвольте подумать». «Если я правильно помню, то это было где-то недалеко от места, которое называется Остров Красной Луны», — ответил Хань Ли. «Остров Красной Луны». Змей 3 слегка запнулся, услышав это. «В чем-то проблема, товарищ Даос?» — спросил Хань Ли. «Нет, просто я однажды был там, и это довольно мрачный и пустынный остров, поэтому я не думал, что там можно найти что-то вроде кристаллов твердых чернил», — ответил Змей 3. «Понятно. После того, как я подобрал этот кусок кристалла твердых чернил, я обыскал окрестности, но больше ничего не нашел, так что шансы найти там еще этого материала, скорее всего, невелики. В любом случае, желаю вам удачи», — сказал Хань Ли с легкой улыбкой. «Спасибо, товарищ Даос», — ответил Змей 3, сжимая кулак в приветствии. Они еще немного поговорили, прежде чем завершить общение. Хань Ли снял маску, а затем встал с задумчивым выражением лица. Судя по словам и действиям Змея 3, определенно была какая-то информация, которую он скрывал. Подумав об этом, Хань Ли вспомнил о миссии, которую он выполнял на острове Красной Луны, пытаясь вспомнить, было ли что-то особенное в этом острове, но затем быстро избавился от этого хода мыслей, посчитав его пустой тратой времени. После этого он произнес заклинание, чтобы открыть дверь своей тайной комнаты, а затем направился в свой сад растений. Хотя это и правда, что у него теперь была трава деформированной росы достаточного возраста, одной было не так уж много, чтобы с ней работать. Было почти наверняка, что он потерпит много неудач в своей попытке создать пилюлю Да, поэтому ему нужно было подготовить больше партий ингредиентов. К этому моменту он уже вырастил много партий всех остальных ингредиентов, и трава деформированной росы была единственной, которой ему не хватало. Он прибыл в угол своего сада растений, а затем быстро расчистил новый участок земли, прежде чем установить вокруг него несколько ограничений. После этого он осторожно посадил там траву деформированной росы, и только после того, как проработал почти полдня, наконец, отступил назад, чтобы осмотреть свою работу. На его лице появилась легкая улыбка при виде посаженной травы деформированной росы, и он дал указание марионетке гигантской обезьяне использовать всю духовную жидкость флакона, контролирующего небеса, для полива этого растения, на что марионетка смиренно кивнула в ответ. После этого Хань Ли еще раз взглянул на траву деформированной росы, прежде чем покинуть сад растений. Он только что вышел из сада, как на его лице появилось удивленное выражение. Как оказалось, Даос Се стоял неподалеку. «Когда ты вышел из уединения, брат Се?» — спросил Хань Ли. «Не так давно. Я видел, что ты совершенствуешься в своей тайной комнате, поэтому не стал тебя беспокоить», — ответил Даос Се. Хань Ли кивнул в ответ, а затем сказал: «Похоже, твое уединение было довольно успешным. Я вспомнил пару секретных техник и за последние несколько столетий в достаточной степени овладел ими», — ответил Даос Се. «Поздравляю, брат Се», — сказал Хань Ли с улыбкой. «Все это благодаря камням бессмертного происхождения, которые ты мне предоставил. Кстати, о них я израсходовал их все во время своего уединения», — сказал Даос Се.
Услышав это, Хань Ли криво улыбнулся. В прошлый раз он дал Даосусе более 1000 камней бессмертного происхождения, и если бы не то, что он получил огромную прибыль от убийства Таюя, он не смог бы позволить себе содержание Даосусе. Хань Ли перевернул руку, чтобы достать инструмент для хранения, а затем протянул его Даосусе, говоря: «Здесь 1000 камней бессмертного происхождения. Используй их экономно, так как здесь, в море черного ветра, не так-то просто достать еще». Даоссе кивнул в ответ, а затем вернулся в тайную комнату, прежде чем снова уйти в уединение. Спустя несколько мгновений из тайной комнаты, даже сквозь ограничения внутри, начали исходить грозные колебания силы молнии. Увидев это, Хань Ли снова криво улыбнулся и тоже вернулся в свою тайную комнату. Друзья, эти главы — 500 лет терпения с неожиданной развязкой. Хань Ли создает 55 пилюль в мириады осей. Любой мастер от такой цифры потерял бы дар речи. Результат — 11 новых акупунктурных точек. Итого 35 открытых. Стена перед золотым бессмертным. Дальше нужна пилюля Дао, а для нее не хватает одного ингредиента. И тут пухлый трясущийся шестиногий морской вепрь. Вместо поиска мощных союзников Хань Ли помогает пугливому зверю достичь стадии божественной трансформации. В благодарность загадочный кристалл твердых чернил с острова Красной Луны. Через маску гильдии странников меняет информацию о кристалле у змея на траву деформированной расы возрастом 100 тысяч плюс лет. Последний ингредиент найден. Священная ось мантры усилена до 360 рун, время внутри замедлено в 3000 раз. Один день снаружи равен почти 10 годам внутри. Даоссе сжигает все камни и прячется, тоже готовится. Готовлю продолжение.